Она в ночной клуб, и он туда же. В крови бушует любовь, любовь. Безутешная молодая жена заплаканная. Слишком сильно люблю свою любовь. Воспаление в грудном отделе позвоночника. Приходит ко мне мужчина за 50, как когда-то говорили в русских деревнях, взял в дом молодую. Он женился на барышне 25 лет. Замечательно. Любовь, любви все возрасты покорны. Но вся штука в том, что он начал поступать как не самый умный мужчина. Он стал следовать за своей барышней всюду. Она в ночной клуб, и он туда же. Она в спортивный зал до одури заниматься, и он туда же. И вот однажды, в один непрекрасный день, она поволокла его на йогу. Но он же не может ударить в грязь лицом перед своей любовью 25 лет. Он решил забросить ногу так же, как она, со всей мочи за шею. Появился хруст, сильный хруст в шее, в спине, и он испытал сильную боль. Собственно, с этим он и пошел в поликлинику, где ему поставили тот самый диагноз остеохондроз грудного отдела позвоночника. Начали его лечить, но что-то не получается с лечением, не вытанцовывается. Потом оказалось, что кроме боли у этого пациента была потливость, слабость после пробуждения утром. Он все это списывал на то, что рядом с ним на ложе 25-летняя любовь, и он должен неистово любить ее, что он, собственно, и делал. И он думал о том и говорил о том, что, наверное, это связано с тем, что я слишком сильно люблю свою любовь. Я никоим образом не ерничаю, абсолютно. Это замечательно, когда есть такое сильное чувство. Но вся штука в том, что уже без улыбки. Когда мы сделали анализы крови, оказалось, что в крови бушует жуткое воспаление. Уровень соя выше 50. Врачи знают, о чем идет речь. Соя – это реакция крупнодисперсных белков плазмы, которая включается именно когда в организме идет мощное и сильное воспаление. Второй этап. Я назначил ему нейровизуализацию, МРТ в специальном режиме, режим СТИР, режим жироподавления. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к врачам, это режим позволяет выявить участки воспаления. И что мы увидели у этого пациента? Именно в грудном отделе позвоночника заискрилось, заиграло, расцвело пышным цветом то самое воспаление в грудном отделе позвоночника. У него был спондилодисцит. Это тяжелое воспалительное заболевание, которое, к сожалению, стало встречаться довольно часто. И вот мы в очередной раз увидели боль в спине, совершенно не связанную с остеохондрозом. Мы увидели боль, о которой мы говорим с неврологами, с терапевтами с позиции так называемых красных настораживающих флагов, симптомов опасности. И один из таких симптомов, вернее, тут несколько было симптомов, тут и лихорадка, и потливость, и сильная боль у мужчины, скажем так, зрелого возраста. Хотя, как оказалось, люби все возрасты покорны. Что мы сделали с этим пациентом? Мы не стали ему назначать очередной нестероидный противовоспалительный препарат. Ему был проделан курс, очень серьезный курс антибиотиков широкого спектра действия, со сменой антибиотиков, и боль потихонечку стала уходить. Но это очень поучительная история с точки зрения того, что надо спрашивать у пациента не только где болит, как болит, но и что предшествовало боли, что сопровождает эту боль, какие симптомы спутники, симптомы сателлиты у человека есть. Ну и надо быть очень осторожным в своих желаниях и в следовании желаниям других людей, пусть даже очень любимых. И, наконец, не все можно объяснить остеохондрозом. Я не к тому, что не надо заниматься йогой, не надо любить друг друга, не надо любить молодых и юных. Да Бог с ним. Любите кого хотите. Это замечательно и здорово, и прекрасно. Но
зачастую, повторяя много раз, боль в спине – это не только некие дегенеративно-дистрофические изменения в том или ином отделе позвоночника. Все может быть еще более страшно. Другой клинический пример. Я захожу в палату и вижу молодого мужчину с диагнозом грыжи диска. Ну, это тоже такой же диагноз, как и остеохондроз. Ставится налево и направо. И действительно, у него сильная боль, отдающая в ногу. Рядом сидит безутешная молодая жена заплаканная, которая гладит его по руке. Накололи его обезболивающими препаратами этого парня. Но опять-таки, снимайте шоры, это я обращаюсь к моим коллегам, снимайте шоры, убирайте их, когда вы видите такого привычного, банального пациента с болью в спине. А к пациентам обращаюсь особо. Что произошло у этого пациента? Я начал долгую, нудную беседу с этим пациентом, и стоящий рядом со мной ординатор переминается с ноги на ногу и говорит, ну когда же это закончится? Но как только я узнал, что этот молодой человек не ходил в туалет не несколько часов, а почти сутки, то есть у него мы выявили нарушение тазовых функций, нарушение мочеиспускания, задержка мочеиспускания в течение почти суток, это меня, естественно, насторожило. И это еще один красный флаг, о котором мы должны помнить. Это ненормально. И если что-то подобное происходит, это повод бить тревогу. Что произошло дальше? Мы отправили его на обследование, на нейровизуализацию, МРТ, на котором, к сожалению, выявили гигантскую опухоль. И он уже оказался в руках нейрохирургов. А мог бы нигде не оказаться. И присоединиться к большинству, умереть. Итак, красные флаги. Если боль, которую испытываете вы в спине, сопровождается лихорадкой, задержкой мочеиспускания, если она появляется вдруг у ребенка или у подростка, или у пациента зрелого возраста, которому за 60, боль появляется ночью и утром требует того, чтобы пациент расходился, растянулся, потянул что-то, подвигался, так называемая воспалительная боль, это повод насторожиться. Конечно, кто-то мне скажет, это дело врачей. Но, к сожалению, в последнее время мы говорим о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И нам всем надо быть настороже. И главное помнить, что не все так очевидно и просто, когда дело касается такой проблемы, как боль в спине.